Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, что делать, если ваша кошка стала какой-то вялой, играет неохотно, аппетит никакой и с кормлением будто бы все нормально. Кошка ест даже не сухой корм, а натуральные продукты, и мяско вареное, и кашу, и овощи. Но все равно кошка какая-то неактивная, шерсть тусклая, не блестит. И более того, иногда у кота даже бывают и расстройства пищеварения. Уже и в ветклинике были, и анализы сдавали. Нашли что-то не так с печенью, нашли какие-то отклонения в анализах, в формуле крови. Я не буду перечислять сейчас диагнозы, которые могут ставиться в таких случаях. Их может быть действительно много. Но если нет чего-то ярко выраженного, то пишут нарушение обмена веществ. Это сейчас модный диагноз. Если не знаешь, из-за чего в организме происходят те или иные изменения, то ставь диагноз нарушение обмена веществ. И как бы задача выполненная, можно деньги за работу брать с чистой совестью и чувством выполненного долга. Лечение тоже во многих случаях стандартное. Надо прописать животному витаминки для нормализации обмена веществ. И как бы проблема решена. А теперь внимательно вдумайтесь, что такое обмен веществ. Обменом веществ называют все протекающие в организме химические реакции, без которых невозможна сама жизнь. Благодаря этим реакциям наши клетки растут и живут, контактируют с окружающей средой, питаются, очищаются и так далее. Таких реакций в организме миллионы. И это только видов реакций. И какие витаминки при этом назначить? Ведь витаминов самих по себе достаточно много. Да плюс еще к тому, что в ветаптеках или зоомагазинах витамины продаются не в чистом виде, а в виде всевозможных витаминно-минеральных комплексов. И очень часто назначение витаминов происходит фактически наугад. Если упаковка красивая и состав как бы ничего, значит можно назначать. Это неправильно. Ведь неправильное назначение витаминов, даже не витаминов, а витаминно-минеральных добавок, не решает проблему нарушения обмена веществ, а может даже еще ее усугубить. Это первое. А второе, надо помнить, что обмен веществ, то есть комплекс всех химических реакций, которые протекают в организме, это достаточно устойчивая система. И особенно если организм молодой, то вот просто так взять и нарушить эту систему не так-то просто. Организм обладает очень сильными компенсаторными способностями. Поэтому если ставится диагноз нарушение обмена веществ, то это значит, что в организме действительно произошли какие-то очень серьезные изменения. И эти изменения были вызваны или каким-то серьезным поступлением в организм токсических веществ, или несбалансированностью кормления, или какими-то другими серьезными причинами. Причем акцентирую ваше внимание, что это воздействие на организм было достаточно длительным. А теперь вернемся к вашей кошке, которая относительно молодая, то ей еще нет 10 лет и которая живет в нормальных условиях, в тепле и добре, что называется. Вы ее, как вам кажется, нормально кормите и хорошо заботитесь о ней, но линька у нее не прекращается, кошка стала какой-то вялой, у нее периодически наблюдается расстройство пищеварения. Сказать, что эта ситуация угрожающая жизни, нельзя, хотя и дискомфортная. Ведь явно видно, что с животным творится что-то не то. И в такой ситуации владелец животного или самостоятельно после консультации с продавцом зоомагазина или после похода в ветклинику начинает лечить у своей кошки обмен веществ. То есть начинает лечить непонятно что, покупая что-то в ярких упаковках и с красивым текстом. Понятно, что это неправильно. Так не надо делать. Сразу же возникает вопрос, так а как правильно делать и что надо делать при этом? Рассказываю по порядку. Первое. Как я уже сказал, что нарушение обмена веществ на ровном месте не бывает. И нарушить его просто так очень даже непросто. Если есть подозрение, что нарушен обмен веществ, значит какой-то неблагоприятный фактор долго воздействовал на организм и организм с ним не справился. Самое первое, что надо исключить, это воздействие на организм кошки экто- и эндопаразитов. То есть и блохи, и клещи, и глисты могут вызывать нарушение обмена веществ и аллергические реакции. Поэтому, чтобы вам не приходилось исключать эти факторы, то просто регулярно обрабатывайте свое животное против экто- и эндопаразитов, согласно инструкции на препараты. Теперь пойдем дальше. Исключили, что данное состояние вашей кошки не вызвано ни гельминтами, ни эктопаразитами. Все остальное, и корм, и уход, на ваш взгляд, тоже будто бы в норме. Не забывайте, что корм должен быть обязательно сбалансирован, что натуральный, что сухой.
Это значит, что в корме должны быть все необходимые питательные вещества, витамины и минералы. Следует помнить, что кошки особенно чувствительны к наличию таурина. Таурин – это незаменимая для кошек аминокислота. Это для них ахиллесовая пята. Если другие животные, в том числе и собаки, могут синтезировать таурин из других аминокислот, содержащих серу, то кошки не обладают такой способностью. Единственный вариант для кошек восполнять незаменимую аминокислоту – это регулярное потребление ее с пищей. Таурин содержится только в кормах животного происхождения, подчеркиваю. Для животных, для кошек, которые ловят мышей, такой проблемы не существует. Очень много таурина в мясе мышей, и особенно его много в мозгу мышей. Он буквально перенасыщен таурином. Если кошка мышей не ловит, но вы регулярно ей даете мясо, притом сырое, то тоже дефицита таурина у нее не будет. Много таурина в говяжьей и куриной печени, мясе птицы, кролика, говядины. Очень много таурина в морепродуктах, белой рыбы, тунце, морских гребешках. При этом хочу отметить ваше внимание, что таурин – вещество достаточно капризное. При варке это вещество вымывается. Если вы варили мясо, то используйте бульон, чтобы животное получило перекочевавшую туда аминокислоту. При замораживании мяса и последующем его размораживании таурин легко вымывается. Нельзя мясо рубить очень мелко, так как это тоже способствует разрушению таурина. И еще раз акцентирую ваше внимание, что без таурина кошки не могут жить полноценно. Более того, при полном отсутствии таурина в рационе они в конце концов погибают. Вообще о роли таурина люди узнали благодаря кошкам. Ведь таурин как аминокислота был извлечен из печени быка еще в далеком 1827 году. Кстати, на латыни слово «бык» звучит как «таурус», поэтому вещество было названо таурином. Так вот, открыли это вещество и открыли. Никому до него и дела не было никакого, так как для человека эта аминокислота не является незаменимой. Более того, организм человека способен синтезировать таурин в достаточных количествах, если по какой-то причине ему не хватает того таурина, который есть в кормах животного происхождения. На таурин обратили пристальное внимание только лет 50 назад, когда начали массово производиться первые корма для кошек. Хозяева, дававшие кошкам эти корма, заметили, что их питомцы часто болели, у них портилось зрение, нарушалась работа сердца. Вот тогда и выяснилось, что кошачий организм не может работать без таурина. Ну и дальше начали производить уже серьезное изучение этого вещества. Поэтому, если вы кормите своего кота натуралкой и гордитесь этим, то обратите внимание на то, что сколько мяса кот получает. Тем более, что в вареном мясе таурина не так уже и много. Если кормите сухим кормом, то тоже обратите внимание, сколько там того таурина. Более того, я считаю, что таурин таурину рознь. Ведь его можно извлекать из морских гребешков, где его очень много. А можно извлекать и из рогов и копыт путем длинной цепи химических превращений. Я не думаю, что в сухих кормах содержится таурин из морских гребешков. А синтетический продукт, есть синтетический продукт, что бы там ни говорили. Одним словом, в любом случае, надо убедиться, что рацион кошки содержит таурин в достаточных количествах. Да, таурин влияет не только на выпадение шерсти, на активность кошки и на расстройство пищеварения. Но недостаток таурина в организме кошки 100% ведет к этим симптомам. И если последуете моим советам, то в большинстве случаев вам удастся успешно устранить эти симптомы у своей кошки. В последующих роликах я обязательно остановлюсь и на других механизмах действия таурина, недостаток которого проявляется уже совсем другими симптомами. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим любимцам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!